Дональд Трамп дал Ирану последний шанс перед обезглавливанием. Говорит, отложил удар по просьбе Тегерана и стран Персидского залива. У Европы две проблемы – мигранты и энергетика, так считает Трамп. Уговаривает Великобританию начать добычу нефти и газа в Северном море. При этом сетует на американские нефтяные компании. Пока что в Украине не будут производить «Патриоты», но союзники работают над увеличением поставок ПВО Киеву, рассказал посол США при НАТО Мэтью Уитакер. Зеленский продолжает кадровую ротацию. Освободил Ольгу Стефанишину с посла США. Дания увеличила срочную военную службу. Призывают и мужчин, и женщин. Коалиция штатов, которые возглавляют демократы, подали иск против Трампа. А в Сенате задержали протестующих и священнослужителей. Джанни Инфантино ищет поддержки у Дональда Трампа. Думает, поможет? А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Президент США Дональд Трамп заявил, что вновь отложил возможный удар по Ирану, чтобы дать Тегерану последний шанс на соглашение. По его словам, переговоры идут по просьбе Ирана, а если они провалятся, Вашингтон готов применить силу. Сейчас происходит вот что. С Ираном у нас возникла небольшая проблема. Мы ведем много переговоров. Иногда говорим, что они идут, иногда, что нет. Мы говорим об этом прямо, а они все отрицали. Но теперь уже не отрицают. Они только что сделали заявление, в котором этого не опровергают. Почему-то, когда они ведут переговоры, им не нравится признавать, что они ведутся. Поэтому я говорю, да, мы ведем переговоры. Ну и что? Мы ведем переговоры. Иногда они это отрицают, хотя проводят за столом переговоров часы и часы. Эти переговоры действительно идут. Вчера мы были готовы нанести по ним очень мощный удар. Очень, очень мощный. Думаю, можно сказать, что он был бы сильнее любой атаки со времен Второй мировой войны. Это был бы очень серьезный удар. Мы уже были готовы действовать, когда они позвонили. Кроме того, позвонили Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар. Было много звонков. Не хочу говорить, что они умоляли, но, скажем так, особенно Иран, очень не хотел подвергнуться удару. Они сказали, мы хотим говорить, хотим обсудить вопрос пролива. Но что для меня важнее, они хотят обсудить денуклеаризацию Ирана. Ведь именно в этом вся суть. Именно поэтому я этим занимаюсь. Это нужно было сделать еще 50 лет назад. Мы все время говорим о 47 годах, но прошло еще 3. Уже 50 лет президенты должны были решать этот вопрос. Или это могли сделать другие страны, не обязательно США. Но никто этого не сделал. Пришло время. Больше года назад мы нанесли по ним мощный удар и серьезно ослабили их потенциальные возможности. Мы проделали хорошую работу. И когда мы ведем переговоры, мы так и говорим. Мы ведем переговоры. Если бы их не было, и вы меня спросили, я бы ответил, нет, переговоров нет. Но сейчас они идут. И проходят по просьбе Ирана. При поддержке Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и особенно Катара. Кроме того, звонили представители многих других стран. Многие мировые лидеры связывались со мной. Со многими из них у меня хорошие отношения. И все они хотели дать этому процессу последний шанс. Это действительно последний шанс. У Ирана есть последняя возможность подписать хорошее соглашение. Сегодня или завтра? Думаю, все решится очень быстро. В ту или иную сторону. Это очень сложный вопрос. Мы говорим о проливе, об открытии пролива. Он должен быть полностью открыт буквально уже к завтрашнему дню. Это первый этап. А второй этап – мы перейдем к обсуждению ядерного потенциала, ядерной программы. Как я уже говорил, по сути должна произойти денуклеаризация Ирана. Это обязательно должно произойти. Это и будет второй этап. Итак, первый этап – открытие пролива. Второй этап – денуклеаризация. Это займет немного больше времени. Но мы очень твердо настроены. У Ирана не должно быть ядерного оружия. Иран не может обладать ядерным оружием. Я никогда не менял эту позицию. Большое спасибо, господин президент. Это как минимум 5-й случай с апреля, когда вы откладываете авиаудары по Ирану ради переговоров. Что бы вы сказали американцам, которые задаются вопросом, что изменилось на этот раз? Почему сейчас должно получиться? Откуда вы знаете? Я не знаю. Думаю, мы, возможно, сможем чего-то добиться. Но я хочу дать им самый последний шанс, прежде чем дело дойдет до обезглавливания. То, что мы планировали и по-прежнему готовы сделать, крайне серьезный шаг. Посмотрим, что произойдет. Но это очень тяжелое решение. И я горжусь тем, что всегда даю людям шанс. Начать настолько масштабную атаку против целой страны
Это очень серьезный шаг. И сейчас я предпочел бы этого не делать. Мы уже наносили множество крупных ударов, но это были обычные крупные операции. Надеюсь, они все же одумаются, потому что у Ирана не может быть ядерного оружия. Надеюсь, они придут в себя. Они сами позвонили мне и сказали: «Пожалуйста, не атакуйте. Давайте заключим сделку». Это правда, и все это знают. Да и кто бы не позвонил в такой ситуации. Они узнали о наших планах из-за утечек. У нас слишком много людей, которые сливают информацию. Таких людей нужно сажать в тюрьму. Законы против утечек нужно ужесточить. Но в данном случае утечки даже помогли. Благодаря им Иран понял, насколько серьезной должна была быть эта атака. Они знали, что удар должен был начаться прошлой ночью. Он продолжался бы долго, и, по сути, от страны почти ничего не осталось бы. Практически ничего. И если у меня есть возможность сохранить множество человеческих жизней, я хочу воспользоваться этой возможностью. Меня не поджимают сроки. Я сам уже не участвую в выборах, но многие хорошие республиканцы будут баллотироваться. Сейчас распространяется, на мой взгляд, опасная идеология. Надеюсь, ее сторонники проиграют, потому что, если они придут к власти, они разрушат страну. Но за этим столом, кто бы здесь ни сидел, моя задача — блокировать плохие решения. И я умею это делать. Если идея плохая или глупая, я ее остановлю. Не только Иран оказался в центре внимания Дональда Трампа. Он вновь раскритиковал миграционную и энергетическую политику Европы, призвав Великобританию увеличить добычу нефти и газа в Северном море. Ранее вы говорили о России. Найджел Фарадж сегодня предложил использовать военнослужащих, чтобы останавливать небольшие лодки, пересекающие Ла-Манш. Как вы считаете, должны ли европейские страны, включая Великобританию, использовать военных, чтобы остановить это? Послушайте, Европе необходимо остановить нелегальную иммиграцию. Вы знаете, это лучше, чем кто-либо другой. Лучше тех, кто сейчас этим управляет. Европу губят две вещи. Первая — это иммиграция. Вторая — энергетика. Возьмем Великобританию. У вас одни из лучших энергетических месторождений в мире. И, как мне кажется, ваш новый премьер-министр действительно собирается изменить ситуацию. Насколько я слышал. Я говорил с ним, и в этом вопросе он произвел на меня очень хорошее впечатление. Если вы откроете эти месторождения, вы будете богатой страной. Если оставите все закрытым, станете банкротом. По сути, сейчас вы и есть страна-банкрот. У вас одни из крупнейших месторождений нефти в Северном море. Великобритания покупает энергию у Норвегии, которая добывает нефть в Северном море, причем на менее богатых участках. А вы буквально сидите на золоте, даже лучше золота, и ничего с этим не делаете. Это просто не работает. Вы не допускаете нефтяные компании к разработке месторождений, и поэтому система не работает. Я говорил с вашим новым премьер-министром, и он произвел на меня большое впечатление. Я сказал ему: «Послушайте, у вас есть выбор – быть богатой страной или страной-банкротом. Не у каждой страны есть такой выбор. Почти ни у кого его нет. Но у Великобритании он есть. Я говорю о Шотландии, о месторождениях у побережья Абердина. Абердин долгие годы был нефтяной столицей Европы. Но однажды к власти пришли либералы и все закрыли. После этого цены на энергию выросли в 4 раза. Сейчас у вас одни из самых высоких цен на энергию в мире. Вы могли бы сократить их вдвое. Могли бы вообще раздавать энергию бесплатно, если бы открыли Северное море для добычи. Там запасов хватит еще на 500 лет, а может и больше, возможно, на 1000 лет. Думаю, у нас будут очень хорошие отношения. Я не собираюсь указывать ему, как управлять своей страной. Но могу сказать одно. Иммиграция – огромная проблема для Европы. Вы впускаете людей, которые во многих случаях не принесут вам пользы. Скажу мягко. Они вам не помогут. А люди, которые жили здесь давно, граждане вашей страны и других европейских стран, построили замечательное место. Послушайте, мне нравится Европа. Мои родители оба происходят из Европы, если говорить в широком смысле. У меня немецкие и шотландские корни. И мне очень грустно видеть то, что происходит с Европой. Очень грустно. Но у Европы две проблемы – иммиграция и энергетика. И повсюду стоят ветряные турбины. Из-за них вы только теряете деньги. Любая страна, которая делает ставку на ветряные турбины, проигрывает. Просто посмотрите. Если повсюду стоят ветряки, значит, страна проигрывает, потому что на них теряют деньги. Трамп также заявил, что крупнейшие нефтяные компании США получают слишком высокую прибыль и призвал их снизить цены на топливо для потребителей. Они зарабатывают слишком много денег.
Из-за дефицита они получают слишком большую прибыль. Мне это не нравится. И, наверное, я последний человек, от которого можно было бы такое услышать, потому что я убежденный сторонник свободного рынка. Но когда мы закончим с Ираном, вы увидите, как цены на нефть рухнут. Они заработали слишком много. Chevron — слишком много. ExxonMobil — слишком много. Если компания получает прибыль в 12 раз больше, чем годом ранее, часть этих денег должна вернуться людям. Им лучше снизить розничные цены для потребителей. Это слишком высокая прибыль. Я говорю об этом открыто и ясно. Мне это не нравится. США намерены как можно быстрее усилить украинскую противовоздушную оборону, чтобы помочь стране пережить предстоящую зиму. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер в интервью на Fox News. По его словам, Вашингтон рассматривает как дополнительные поставки ракет от союзников, так и увеличение их производства в США. При этом переговоры о совместном производстве ракет для комплексов Patriot с Украиной продолжаются. Однако этот проект рассчитан на более долгосрочную перспективу. Ну, я не думаю, что что-то изменилось. Прежде всего, нужно помнить, что противовоздушная оборона — это многоуровневая и многокомпонентная система. Очевидно, речь идет о ракетах Patriot PAC-3, экспорт которых строго контролируется. Мы не разрешаем никому, кроме американских производителей, выпускать эти ракеты на территории США. Но есть возможности для совместного производства как с Украиной, так и с европейскими странами. Это позволит расширить промышленную базу и укрепить оборону Украины и Европы. Мы работаем над несколькими такими проектами. Сегодня мне пока нечего объявить, но эта работа полностью соответствует тем переговорам, которые мы вели ранее. Это и встреча в Анкаре с президентом Зеленским, и мои последующие переговоры 2 недели назад в Киеве, где мы обсуждали с украинской стороной возможности совместного производства. Кроме того, я встречался с компаниями, которые владеют необходимыми технологиями и способны нарастить производственные мощности. Думаю, мы движемся вперед, но сейчас самое важное — как можно быстрее обеспечить Украину средствами ПВО, которые помогут ей пережить еще одну зиму. Будут ли это дополнительные ракеты от наших союзников или увеличение производства на американских предприятиях — это первоочередная задача. Долгосрочное соглашение о совместном производстве не даст результата уже к этой зиме, поэтому мы продолжим работать над ним, но сначала нужно решить самые срочные задачи. Президент Украины Владимир Зеленский освободил Ольгу Стефанишину от должности посла Украины в США. Она возглавляла украинское дипломатическое представительство в Вашингтоне почти год. Ее возможная отставка обсуждалась в последние недели и стала частью продолжающихся кадровых перестановок в украинской власти. Сама Стефанишина заявила, что решение покинуть пост приняла по личным обстоятельствам. По ее словам, за время работы удалось увеличить поставки американского вооружения и сохранить поддержку Киева в период, когда политическая ситуация в Вашингтоне становилась менее благоприятной для Украины. Одновременно Зеленский подписал указы об увольнении послов Украины в Тунисе, Ливии, Таджикистане, Кыргызстане и Брунее. Также свои посты покинули послы в Австрии и Сингапуре. Ожидается, что в ближайшее время Украина продолжит обновление дипломатического корпуса. Число погибших после падения украинского беспилотника, сбитого российской системой ПВО над Архипоосиповкой под Геленджиком, увеличилось до 7 человек. Среди жертв 3 детей, более 40 человек получили ранения. Всего в нескольких десятках километров отсюда находится одна из самых известных российских резиденций, так называемый Дворец Путина. Сегодня этот участок Черноморского побережья ассоциируется с элитной застройкой и закрытыми объектами. Однако еще 1,5 века назад здесь располагались шапсукские поселения. До российского завоевания на месте современной Архипоосиповки существовал аул Вулан. После завершения Кавказской войны в 1864 году его жители были вынуждены покинуть родные земли или переселиться. А на освободившейся территории появилась казачья станица, позднее и получившая название Архипоосиповка. Дания начала крупнейшую за последние годы реформу срочной службы. С понедельника около 1500 новобранцев приступили к службе по новым правилам. Теперь она продлится не 4, а 11 месяцев. На сборном пункте новобранцы проходят регистрацию, получают форму и экипировку, а затем начинают строевую подготовку. Военные объясняют, увеличение срока службы связано с изменившейся ситуацией в сфере безопасности. По их словам, это позволит быстрее усилить боеспособность армии. Главное нововведение — это 11-месячный срок службы. Теперь мы готовим солдат непосредственно в составе боевых подразделений. Раньше за 4 месяца срочной службы мы обучали их скорее как резерв, который можно было бы привлечь, например, во время стихийных бедствий или других чрезвычайных ситуаций.
Теперь же, пока они проходят срочную службу, мы можем привлекать их к выполнению реальных задач в составе действующих подразделений. Дания объявила о реформе еще в 2024 году. Она предусматривает увеличение срока службы почти втрое, постепенный рост числа призывников и впервые распространяет обязательный призыв на женщин. Первые 5 месяцев новобранцы будут проходить базовую подготовку, еще 6 — служить в действующих подразделениях. Армия также создает новые направления подготовки, включая подразделения операторов-беспилотников. Позже, в августе, датских срочников впервые отправят в Гренландию. Более 100 военнослужащих на месяц заменят там профессиональных военных при выполнении оперативных задач. Решение приняли из-за войны в Украине, усиления внимания к безопасности в Арктике и продолжающихся заявлений президента США Дональда Трампа о намерении установить контроль над Гренландией. Власти Дании и самой Гренландии такие предложения неоднократно отвергали. Коалиция штатов, где у власти находятся демократы, подала в суд на администрацию Дональда Трампа. Они требуют отменить решение, которое позволит передавать иммиграционным службам персональные данные получателей социальной помощи. Истцы считают, что новая политика нарушает законы и Конституцию США. Администрация Трампа пытается использовать эту важнейшую программу социальной поддержки, чтобы получить доступ к номерам социального страхования, сведениям о семейном положении, доходах и другой конфиденциальной информации нынешних и бывших получателей помощи. Все это для реализации своих масштабных программ наблюдения. Мы уже не раз видели попытки собрать как можно больше данных о гражданах и свести их в единую централизованную базу. Такой подход жесток, не нужен и, что самое главное, незаконен. Теперь подробнее об иске. В прошлом месяце администрация Трампа опубликовала так называемое уведомление о системе хранения данных СОРН. В нем утверждается, что Управление по делам детей и семей имеет право передавать Министерству внутренней безопасности США и другим федеральным ведомствам многолетние массивы конфиденциальной информации, собранные в рамках программы ТАНФ. Но таких полномочий у него нет. Это уведомление — явная попытка значительно расширить роль федерального правительства в контроле за программой ТАНФ, хотя эта роль четко и строго ограничена законом 1996 года о личной ответственности и возможностях трудоустройства. Повторю еще раз. Попытка администрации получить доступ к данным программы ТАНФ незаконна, без каких-либо оговорок. Это уведомление нарушает закон об административной процедуре, закон о сопоставлении компьютерных данных и Конституцию Соединенных Штатов. В Конгрессе США прошла акция протеста против войны с Ираном и изменений в избирательном законодательстве. Несколько десятков активистов и представителей духовенства собрались в здании Сената, после чего полиция Капитолия начала задержание. Участники акции заявили, что выступают против законопроекта Safe America Act. По их мнению, он может усложнить участие американцев в выборах. Кроме того, протестующие потребовали не допустить дальнейшего вовлечения США в военный конфликт с Ираном. После задержания организаторы направились к офису лидера республиканского большинства в Сенате Джона Тьюна, рассчитывая передать ему свои требования и обсудить законопроект. Среди задержанных — священнослужители и другие люди, которых арестовали лишь за то, что они выступили в защиту избирательных прав и призвали Сенат не заниматься подавлением голосов избирателей. Позорно, что можно быть арестованным за призыв защищать избирательные права, но не за подавление этих прав. Арестовывают за заботу об избирательных правах, достойной оплате труда и здравоохранении, но не за незаконную войну. Но мы привлечем внимание всей страны. Акция стала частью кампании «100 дней действий», которую движение Repairers of the Breach проводит в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США, назначенных на ноябрь. Организаторы заявляют, что намерены продолжить серию протестов в защиту избирательных прав и против, как они считают, расширения военных действий США за рубежом. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи посетил священный для шиитов мавзолей имама Али в иракском Наджафе. Визит проходит накануне Арбаина, одного из крупнейших ежегодных религиозных паломничеств в мире. Арбаин знаменует окончание 40-дневного траура по имаму Хусейну, внуку пророка Мухаммеда, погибшему в VII веке. В эти дни миллионы паломников со всего мира направляются в иракский город Кербела. После посещения Наджафа Аракчи также должен отправиться в Кербелу. В испанском анклаве Сеута продолжается гуманитарная операция после массового перехода границы из Марокко. Волонтеры Красного Креста начали раздавать мигрантам воду, хлеб, молоко и консервы. Многие несколько дней провели на пляже, ожидая решения своих дальнейших судеб. По данным властей Испании, около 2000 человек все еще остаются в Сеуте. Большинство просят предоставить им убежище, заявляя, что не хотят возвращаться в Марокко. Я хочу работать в Испании. Я могу работать водителем грузовика или автобуса, парикмахером, делать татуировки, заниматься малярными работами, работать механиком. Я готов работать кем угодно. У меня нет с этим никаких проблем.
У меня есть дипломы, все документы при мне. Я готов работать. Сейчас очень тяжело, и становится все тяжелее. Уже больше 3 дней у нас нет еды, негде спать, нет даже одеял, чтобы согреться. Мы живем прямо на пляже, и там очень холодно. Друзья сказали мне, что граница открыта, и посоветовали приехать сюда. Я из Судана, где идет война, поэтому оказался в Марокко не по своей воле. Это был не мой выбор. Я просто пытаюсь найти место, где смогу быть в безопасности. Испанские власти сообщают, что с момента кризиса почти 69,5 тысяч человек уже вернулись в Марокко. Во время массового перехода границы погибли десятки людей по обе стороны. Европа продолжает бороться с масштабными лесными пожарами. Самая сложная ситуация сохраняется в Греции, где огонь к северо-западу от Афин уже 4-е сутки уничтожает леса, сельхозугодья и угрожает жилым домам. На борьбу со стихией направлены более 400 пожарных и авиация. Однако сильный порывистый ветер осложняет тушение. Жителей нескольких населенных пунктов пришлось эвакуировать. По словам местных властей, главная задача – не допустить распространения огня на массивы нетронутого леса. Тем временем редкий для Нидерландов крупный лесной пожар вспыхнул в провинции Лимбург. Огонь быстро распространяется по верхушкам деревьев, из опасной зоны эвакуировали кемпинг, а к тушению привлекли десятки пожарных расчетов и военные вертолеты. Жаркая и засушливая погода этим летом способствует распространению пожаров сразу в нескольких странах Европы. Президент ФИФА Джанни Инфантино оказался под шквалом критики после того, как организация отказалась от идеи продать часть коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам. По данным Нью-Йорк Пост, после провала сделки Инфантино несколько раз безуспешно пытался дозвониться до президента США Дональда Трампа. Издание со ссылкой на источники утверждает, что глава ФИФА почувствовал себя изолированным на фоне волны негативных публикаций. В самой ФИФА эту информацию пока не комментировали. План предусматривал создание новой компании, которой должны были перейти коммерческие права на крупнейшие турниры, включая чемпионат мира. Около 20% этой структуры собирались продать частным инвесторам и привлечь до 4,2 миллиарда долларов. Но в пятницу от проекта отказались после резкой критики со стороны участников переговоров. После этого появились вопросы о будущем самого Инфантино. Западные СМИ пишут, что неудача может осложнить его планы переизбраться на пост президента ФИФА на новый срок. С 2027 по 2031 год. По информации Нью-Йорк Пост, Инфантино также хотел поговорить с госсекретарем США Марко Рубио. Однако представитель Госдепартамента Дилан Джонсон заявил, что такой разговор не планировался. Инфантино и Трамп в последние годы не раз встречались на футбольных мероприятиях. Дополнительное внимание к этой истории привлекло и то, что одним из основных инвесторов несостоявшейся сделки должна была стать компания Thrive Capital, основанная Джошуа Кушнером, братом Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. На фоне растущей критики в адрес руководства, ФИФА все чаще обсуждают, кто может составить конкуренцию Джанни Инфантино на следующих выборах президента организации. Сам Инфантино уже подтвердил, что намерен баллотироваться на новый срок в 2027 году. Пока ни один из возможных соперников официально о своих планах не объявил, однако в футбольных кругах называют несколько влиятельных фигур. Среди них президент УЕФА Александр Чеферин. После недавнего конфликта между УЕФА и ФИФА его позиции в европейском футболе заметно укрепились, а сам он считается наиболее вероятным кандидатом от Европы. Еще один возможный претендент – президент КОНКАКАФ Виктор Монтальяни. Он также занимает пост вице-президента ФИФА и сыграл важную роль в подготовке чемпионата мира 2026 года, который приняли США, Канада и Мексика. В числе потенциальных кандидатов называют и президента Азиатской конфедерации футбола шейха Салмана бин Ибрагима Аль-Халифу. Он уже участвовал в выборах главы ФИФА в 2016 году, уступив Инфантино, и остается одним из самых опытных руководителей мирового футбола. Также обсуждается кандидатура президента французского Пари Сен-Жермен Насера Аль-Хелаифи, который имеет большое влияние в европейском клубном футболе и спортивном бизнесе. Еще одним возможным кандидатом считают президента Федерации футбола Норвегии Лизи Клавинес. Она неоднократно критиковала руководство ФИФА по вопросам управления, борьбы с коррупцией и соблюдения прав человека, выступая за реформы в организации. Официальная предвыборная кампания еще не началась, однако дискуссия о будущем руководстве ФИФА уже набирает обороты.